Мировой мир развлечений был потрясен неоспоримыми доказательствами из Лондона, подтверждающими, что Ким Тэ Хён и Чон Чингук больше не просто одногруппники, а глубоко влюбленная пара. Без строгой охраны в районе Сохо защитный жест Чингука, когда он обнял Тэ Хёна за талию, а также его сладкий акт надевания на него шарфа у реки Темзы, послужили настоящим подтверждением их личного романа. Это предположение было еще более усилено острыми глазами публики, которая уловила блеск одинаковых серебряных колец на безымянных пальцах их правых рук. Предполагается, что парные кольца от роскошного французского ювелирного дома станут символом новых обязательств во время их тайного празднования годовщины. В тусклом свете Лондона это путешествие стало молчаливым свидетелем их единения, которое теперь ярко проявляется, и не осталось никаких вымышленных барьеров. Привет, армии, и всем, кто только что присоединился. Надеюсь, у вас все хорошо и вы здоровы. Давайте сразу перейдем к теме сегодняшнего видео. Добро пожаловать обратно на мой канал. Шокирующие новости из Лондона снова появились на мировой сцене развлечений. Две величайшие поп-иконы этого столетия, Ким Тэ Хён, V, и Чон Чингук из BTS, были запечатлены на камеру, когда они вместе наслаждались интимным моментом в центре Лондона. Это далеко не обычный отпуск между одногруппниками, а романтическая атмосфера, исходящая от каждого их движения, подтверждает статус их романтических отношений, которые уже давно являются секретом полишинеля среди фанатов. Присутствие пары в британской столице сразу же вызвало волну истерии в социальных сетях после того, как несколько фотографий их свидания распространились широко и бесконтрольно. Согласно эксклюзивным сообщениям нескольких очевидцев из района Сохо, Тэ Хён и Чингук были замечены идущими бок о бок по людному тротуару. Без какого-либо жесткого сопровождения со стороны службы безопасности или разделительных барьеров, эти двое позволили себе слиться с холодным лондонским воздухом, демонстрируя ауру глубоко влюбленной пары. Их руки время от времени переплетались в карманах больших пальто, которые они носили, как бы подчеркивая, что это свободное время полностью принадлежало им двоим. Наслаждаясь дневной атмосферой района, известного своей красивой классической архитектурой, пара продемонстрировала очень естественное и приятное общение. Тэ Хён, известный своей большой любовью к фотографии, время от времени останавливался как вкопанный, чтобы нацелить свою винтажную пленочную камеру на своего партнера. Тем временем Чингук терпеливо стоял перед ним с двумя чашками теплого кофе, сверкая своей самой милой улыбкой и нежными взглядами каждый раз, когда объектив камеры Тэ Хёна фиксировал его изображение. Небольшие внимательные жесты продолжались на протяжении всего пути к более тихому району на окраине города. Чингук, не колеблясь, обнял Тэ Хёна за талию, пока они пробирались через довольно плотную толпу пешеходов на перекрестке. Спонтанный теплый жест был четко зафиксирован любительской камерой проходящего мимо фаната, показывая огромный уровень комфорта и эмоциональной привязанности между ними. С наступлением сумерек роман этой знаменитой пары переместился в романтический район на берегу Темзы. На фоне загорающихся огней Лондона и величественного силуэта Тауэрского моста Тэ Хён и Чингук были замечены во время неторопливой прогулки и интенсивного разговора. Холодный ночной ветер, дующий с реки, казалось, заставил Тэ Хёна слегка дрожать под плотной одеждой, вызывая очень нежную, спонтанную реакцию со стороны его партнера. Увидев, что партнеру стало холодно, Чингук остановил их шаги и осторожно снял толстый вязаный шарф, обернутый вокруг собственной шеи. Затем он шагнул вперед, сокращая расстояние между ними, и с предельной нежностью обернул шарф вокруг шеи Тэ Хёна, одновременно гарантируя, что его партнер снова почувствует тепло. Тэ Хён просто смотрел прямо в глаза Чингуку с мягкой улыбкой. Это был момент, полный уединения и любви, который мгновенно потряс интернет-сообщество фанатов. После того, как они полностью насладились ночным видом на реку, они, как сообщается, зарезервировали столик в местном ресторане с приватной, тускло освещенной атмосферой возле пирса. Источник в ресторане сообщил, что пара часами ужинала вместе. Вдали от внимания сценических огней и давления индустрии, они, казалось, кормили друг друга и свободно смеялись, как будто мир той ночью вращался только вокруг них двоих.
Существование этих четких фотографий знакомств сразу же вызвало жаркие дебаты, а также массовое празднование на различных платформах глобального онлайн-сообщества. Многие пользователи сети отметили, что Чонгук всегда заботился о комфорте Тэхёна на протяжении всего путешествия. Отношение его вещей до взгляда, который никогда не покидал фигуру Тэхена, романтических отношений, которые они строили в частном порядке, теперь казалось ярко выражено в эстетических портретах на фоне красоты Лондона. Некоторые удачливые и преданные поклонники, которые видели их лично, предпочли держаться на расстоянии и не беспокоить свидания из уважения к частной жизни своих кумиров. Они заявили, что счастье, сияющее на их лицах, когда они проводят время вдвоем, гораздо более ценно, чем просто попросить автограф или сфотографироваться вместе. Их смелость появиться вместе в европейском публичном пространстве считалась долгожданной формой открытости. До сих пор агентство, представляющее двух выдающихся артистов, предпочитало хранить молчание и не предоставило никаких официальных заявлений или подробных разъяснений относительно этих романтических фотографий из отпуска. Вместо этого молчание руководства многие интерпретируют как форму косвенного подтверждения, позволяющего артистам наслаждаться личной жизнью. Это еще больше укрепило веру публики в то, что романтические отношения двух главных вокалистов получили полное благословение самых близких людей. Для миллионов поклонников по всему миру видеть, как Тэхён и Чонгук могут насладиться нормальным и нежным свиданием среди их невероятно загруженного глобального графика, само по себе является благословением. Романтическое повествование, которое часто изображалось в вымышленных пространствах, теперь кажется таким реальным и живым под безмятежным лондонским небом. Фотографии, сделанные вместе той ночью, наверняка станут одним из самых знаковых моментов в истории их отношений. Это короткое путешествие в Лондон доказывает, что, несмотря на гламурный статус мировых звезд, Тэхён и Чонгук остаются парой, которой нужно пространство, чтобы свободно любить друг друга. Тепло шарфа на шее Тэхёна, звонкий смех Чонгука посреди ночи и их синхронные шаги по улицам Сохо останутся сладкой и горячо обсуждаемой темой. В конце концов, этот сладкий роман на берегу Темзы еще раз подтверждает, что узы любви между ними гораздо крепче и прекраснее любого вымысла. Острым глазам публики и фанатского сообщества не потребовалось много времени, чтобы заметить деталь, гораздо более важную, чем просто теплая одежда, которую они носили. За эстетичным портретом двоих, держащих в чашке теплого кофе в районе Сохо, сразу же вспыхнули массовые спекуляции, которые стали центральной темой дискуссии. Всеобщее внимание привлекли пальцы обоих артистов, где камера очень четко запечатлела блеск серебряного металла, красиво окружающего безымянные пальцы правых рук Тэхёна и Чонгука. Казалось бы, идентичные аксессуары имели очень минималистский, но элегантный дизайн, излучающий роскошный блеск, который мгновенно вызвал широкомасштабные теории заговора среди пользователей сети. Развлекательные СМИ и фанаты начали проводить углубленный анализ, увеличивая разрешение фотографии до самого высокого уровня, чтобы подтвердить детали предмета, который, как предполагается, является парным кольцом. Идентичное расположение на безымянном пальце, повсеместно символизируемом как знак преданности и любви, казалось, послужило неоспоримым доказательством того, что их отношения перешли на гораздо более серьезную и интимную стадию. Эта волна спекуляций стала еще более бурной, и некоторые фанаты, знавшие моду, начали выяснять происхождение украшений. На основании анализа распространенных обрезанных изображений предполагается, что кольцо представляет собой особую коллекцию роскошного французского ювелирного дома, символизирующую вечность и абсолютную верность. Считается, что выбор тонкого, но глубоко значимого дизайна идеально отражает то, как Тэхён и Чонгук все это время сохраняли свои романтические отношения, не чрезмерные на публике, но обладающие очень мощной связью за кулисами. Существование кольца было немедленно связано со старыми слухами о тайном праздновании годовщины их отношений, которое приходится на эти месяцы. Публика предположила, что эта романтическая поездка в Лондон на самом деле была особой программой, запланированной задолго до того, чтобы отпраздновать этот особенный момент в частном порядке.
Предполагается, что одинаковые кольца являются символом новых обязательств, которые они вместе дали под лондонским небом, вдали от шума сценических огней, которые обычно их окружают. Обнаружение этой маленькой детали сразу же привело к кратковременным сбоям в различных платформах социальных сетей из-за необычайного всплеска трафика данных от фанатов. Хэштег, обсуждающий загадочное кольцо, сразу же взлетел до небес и возглавил списки мировых трендов уже через несколько минут после загрузки анализа фотографий. Разговоры больше не касались только их единения у Темзы, но перешли к приятному заключению, что время, проведенное вместе в Лондоне, было искренним и смелым признанием в любви. Мало того, фан-сообщество, которое добросовестно следило за следами их отношений, начало собирать воедино различные подсказки из прошлого. Различные подборки старых видео и фотографий внезапно стали вирусными. И снова все это показывает, как Тэхён и Чингук часто намекают на свои обязательства. Некоторые зоркие фанаты даже нашли сходство в дизайне колец с украшениями, которые несколько месяцев назад были замечены в секретной прямой трансляции. Это открытие, казалось, стало последним кусочком пазла, довершающим картину того, что произошедшее в Лондоне было не импульсивным решением, а скорее праздником любви, которая давно пустила глубокие корни и тщательно охранялась. На следующий день их романтическое путешествие в Лондон продолжилось в известную галерею современного искусства, что идеально соответствовало художественным интересам Тэхёна. В отличие от предыдущей ночи, проведенной на открытых улицах, на этот раз они наслаждались более спокойной атмосферой дома, богатой эстетической ценностью. Одетые в одинаковую повседневную одежду земляных тонов, они, казалось, были полностью поглощены наблюдением за различными картинами и художественными инсталляциями. Чингук, который, возможно, не так глубоко увлекается классическим искусством, как его партнер, все же проявлял необычайную преданность делу, постоянно оставаясь рядом с Тэхёном, внимательно слушая каждый раз, когда певец с баритоном объяснял значение произведения искусства, которое привлекло его внимание. В тихом уголке галереи естественным образом разыгрался интимный момент, который, к счастью, был записан случайно оказавшимся неподалеку посетителем. В тусклом силуэте освещения галереи было видно, как Чингук нежно поправляет выбившиеся волосы Тэхёна, слегка закрывающие его глаза, небольшое прикосновение, которое заставило Тэхёна застенчиво улыбнуться. В эту же секунду блеск серебряных колец на безымянных пальцах их правой руки снова был пойман в отражении выставочных огней. Сцена была такой красивой и поэтичной, демонстрируя поразительный контраст между их статусом мировых суперзвезд, обожаемых миллионами, и их гуманистической стороной двух обычных влюбленных людей. Удовлетворив свою жажду искусства, пара, как сообщается, провела остаток дня, неторопливо прогуливаясь по знаменитому району Ноттинг-Хилл. Проходя мимо рядов домов постельных тонов и антикварных магазинов, их общение выглядело все более беззаботным и непринужденным. Чингука даже засняли на камеру, когда он покупал небольшой букет цветов у уличного флориста и вручал его Тэхёну. Получив сладкий сюрприз, Тэхён разразился счастливым смехом, создав красивую мелодию, которая, казалось, согрела прохладный дневной воздух Лондона. Их больше не заботило, скрываются ли какие-либо камеры, были только они двое и мир, который они строили вместе. Однако каждый прекрасный отпуск должен когда-то заканчиваться. Их возвращение в Южную Корею через аэропорт Хитроу стало завершающим событием этой романтической саги в Европе. Несмотря на то, что они снова стали носить маски и шляпы, закрывающие большую часть их лиц, язык их тела не мог лгать. Они шли бок о бок через терминал вылета, время от времени их плечи касались друг друга. Больше всего внимания привлек тот факт, что они совершенно не пытались спрятать руки, кольца пары все еще сладко сидели на их безымянных пальцах, словно заявляя миру, что тепло, которое они нашли в Лондоне, будет и дальше приноситься домой в их настоящую жизнь. Смелость Тэхёна и Чингука проявлять себя в общественных местах постепенно начала менять жесткую парадигму в южнокорейской индустрии развлечений, которая долгое время считала романы с айдолами крайне табу. Многие обозреватели поп-культуры и мировые музыкальные критики высоко оценили этот смелый шаг.
Они отметили, что как иконы, достигшие абсолютного пика успеха, свобода любить и быть любимыми является фундаментальным правом человека, которое не должно быть отнято общественными ожиданиями. Эти двое доказали, что настоящий роман не умаляет их профессионализма и преданности музыке и своим поклонникам, а скорее придает новую эмоциональную глубину их будущим работам. Если мы оглянемся назад на их долгий путь от полных пота и слез Трейни до стояния на вершине мира, связь между Тэхином и Чингуком прошла различные фазы взросления. Начиная с чистой дружбы, перерастая во взаимную защиту, пока, наконец, не переросла в неоспоримую настоящую любовь. Невероятная поддержка со стороны подавляющего большинства армии по всему миру доказывает, что их фанатская база превратилась в большую семью, которая ценит счастье своих кумиров превыше всего. Лондон – всего лишь новая глава в длинной книге их истории любви, которая будет продолжать писаться с течением времени. Итак, что вы, ребята, думаете об их романтическом путешествии в Лондон, полном сюрпризов и приятных моментов? Согласны ли вы также с тем, что серебряные кольца являются символом новых обязательств в их отношениях? Не забудьте поделиться своим мнением в разделе комментариев ниже. Спасибо, что досмотрели сегодняшнее видео до конца. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить последние и самые горячие обновления из мира развлечений. Давайте продолжим поддерживать Тэхиона и счастье Чингука. Увидимся в следующем видео, берегите себя и Барахая. Оставляйте здесь свои положительные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак уважения к их любви. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит всю вашу доброту. В этом видео отражено мое личное мнение и интерпретация. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не представляет собой подтвержденных фактов.